Всем привет! Вы на канале Байки на байках С Димой и Сашей. Сегодня мы хотим с вами поделиться своим опытом в подборе зимней велоодежды. 3 года назад с приходом зимы мой велосипед отправлялся зимовать на балкон. Я с завистью листала ленту Стравы, но катать мне было не в чем. Год назад я катала в обычной трекинговой курточке. Выглядело это вот так. В ней было жарко, потом в ней было холодно, потому как она не отводит влагу, ведь все-таки у нее другие функции, она приспособлена под другое времяпрепровождение. Но к этой зиме мы обзавелись правильной велосипедной велоодеждой, и теперь нам катать тепло и хорошо. И мы хотим с вами поделиться нашим опытом. Начнем с носков. Шорты. Тонкие летние носочки остаются в шкафу. На смену им приходят шерстяные или тренинговые теплые носки. Мы с Сашей еще не обзавелись зимней велообувью, поэтому к выбору носков подходим очень тщательно. Ведь когда вы едете на велосипеде, ваши ноги практически не двигаются, поэтому очень важно уделить много внимания тому, в каких носках вы катаете, чтобы вашим ногам было тепло. Следующее – штаны. На мне штаны Crane. Я в них уже езжу 3-й сезон. Штаны с виндстопером, это очень важно. Фронтальная часть на себя принимает весь ветер, холод, влагу. В общем, она намного плотнее. То есть штаны зональные. Задняя сторона тыльная у нас более тонкая, для того, чтобы все-таки ноги ваши дышали. В данных штанах я ездил до -10. Я использую для катания зимой зимний велокомбинезон из Декатлона бренда Van Rysel. Раньше я пользовалась обычными китайскими штанами с лямками. Почему штаны с лямками? Потому что штаны с лямками поддерживают, нигде не задувает ни на талию, ни на бока, ни на поясницу. Зимой это особенно важно и особенно важно для девушек. Но при ношении штанов с лямками, и все девушки меня поймут, есть определенная сложность для женщин, особенно зимой, потому как любая техническая пауза превращается в целый квест с раздеваниями, переодеваниями и одеваниями. Но этот велокомбинезон эту проблему решает, потому что он имеет встроенную молнию на талии. Для девушек все-таки такие штаны это настоящая находка, потому что зад просто откидывается и не нужно с себя ничего снимать, переодевать, и тем более зимой, когда холодно. Второй плюс этого велокомбинезона это то, что он очень комфортно сидит на теле, он везде, где нужно, обтягивает, но при этом нигде не жмет. И молния встроена на самом деле тоже нигде не зажимает и не расстегивается в самый неподходящий момент, что тоже очень важно. Тут очень комфортный памперс в штанах, поэтому их спокойно можно одевать как первый слой. И в случае, если температура все-таки где-то спускается уже ниже 0, этот комбинезон позиционирует по температуре комфорта на 0 градусов. Если температура ниже или, например, поднимается очень сильный ветер, то можно сверху них одеть, например, трекинговые непродуваемые штаны, и будет вам теплее. Мы, в принципе, при -5 градусах я ездила в этих штанах и сверху одевала обычные трекинговые. Переходим выше. Нулевым слоем у нас или первым должно быть какое-то термобелье. Зачем оно нужно? Для того, чтобы дышать и отводить влагу от вашего тела. Основной принцип зимней велоодежды это то, что на вас должно быть несколько слоев. Базовый слой – термобелье. Термобелье должно вас согревать и отводить лишнюю влагу. И здесь, в принципе, подбирать вы можете на ваш вкус и на ваш бюджет. Я пользуюсь термокофтой от фирмы Craft. Она прилегает, она приятная к телу и достаточно длинненькая, чтобы закрыть все стратегически важные места. Следующий слой у нас слой для согревания. Для этой роли очень хорошо подойдут различные спортивные кофты. В моем случае флиска тоже зональная. Под мышками есть вставочки с другого материала для отвода влаги. Я пользуюсь обычной осенней велокофтой, также со слоем на флисе. Последний слой для велосипедиста зимой – слой защищающий, который будет вас защищать от холодного ветра, от небольших осадков. Мы используем курточки из Декатлона. У меня модель Трибан, у Димки модель Рокрайдер. У меня уже была зимняя курточка, но когда я увидел эту курточку в Декатлоне, я не смог пройти мимо. Она мне очень понравилась, очень классная. Что в этой курточке хорошего, интересного, классного?
Есть вот такие подманжеты, на которые очень хорошо садятся перчаточки, то есть реально вот запястье не задувает. Курточка скомбинирована, опять же, с разных материалов разной плотности. Если видеть винстоп, здесь вставочка более тонкой ткани. То же самое по спине. На спине у нас обойма, классическая обойма из карманов. Добавлено 2 боковых кармана на молниях. Тут есть такой карманчик накладной маленький для мусора, оберток от шоколадов, гелей и всего тому подобное, что вы едите. Есть вставочка для надписи аварийных данных с внутренней стороны. СОС обозначено. Курточка очень классная, по температурным режимам. То есть, это Дэви курточка, по сути, такая курточка для межсезонья. Я в этой курточке ездил, наверное, до -5. Были у меня поездочки, все комфортно, все классно, отлично. Курточка мне зашла, курточка мне очень понравилась. Это, кстати, курточка модели прошлого года. Новые модели этой курточки, это курточка 500-я, Rockrider 500. Добавлен нагрудный карманчик уже здесь. И добавлена вот такая вот юбочка на попу. По-видимому, дизайнеры решили, что в прошлых моделях 5-ю точку недооценили. Новые модели вашу попу будут греть еще лучше, она не замерзнет. Кстати, по цене я вот сегодня посмотрел специально, в районе где-то 1800 гривен от данной курточки. В распродаже старые модели, иногда там последние размеры висят с хорошими скидками, поэтому смотрите, иногда заходите, можно попасть на очень классный стержень. Я пользуюсь также курточкой из Decathlon, только модель Трибан. Трибан позиционируется как бренд для гревела. Я ею пользовалась при температуре до -5, вот в -5 уже начинаешь немножко подмерзать. Возможно, нужно более интенсивно крутить или подбирать какую-то другую одежду под низ. Или я просто мерзляк, что тоже не исключено. Одна из отличительных особенностей этой курточки это то, что здесь есть встроенный бафик, который пристегнут на пуговичках к воротнику, и его можно просто оставить там на спине болтаться и не одевать. Либо если выехали вы, например, в межсезонье и резко вам стало холодно или подул ветер, вы остановились, бафик натянули и едете, и дальше ваша шея защищена. Но, естественно, на зиму, на 0, на минус этого бафика будет не хватать. Это просто как первый слой бафов. Также из интересного здесь есть вот такой вот карманчик на молнии, очень удобно для денег, для телефона, для карточек. Сзади стандартные 3 кармана, 2 боковых кармана с обоих сторон для какого-то мусора и маленький карманчик сзади на молнии, например, для ключей. Рукава тут также двойные, есть вот внутренний рукав, который плотнее прилегает к туловищу, и более свободный внешний. Опять же, как и в курточке, которой пользуется Дима, для того, чтобы ветер не задувал в рукава. По материалу курточка защитит вас от каких-то небольших осадков, от мороси, от слабого дождя. Поэтому, в принципе, я этой курточкой довольна. Еще из интересного, у нее есть встроенные вот такие вот клапаны для вентиляции. То есть, если вы там активно где-то едете, вам стало жарко, вы можете прямо на ходу их расстегнуть. Остановились где-то на перекус или кого-то ждете, карманчики эти застегнули, и у вас ваше тепло не убывает. А еще у меня есть курточка Crane, это как раз таки был куплен комплект со штанами. Она реально теплее от вариантов Decathlon, то есть тут до даже -10 я в ней пробовал ездить. Тут очень интересный покрой, я не знаю, по-моему, я герой из 80-х, с таким рукавом, с такими плечами. В общем, эта курточка тоже мне нравится, но она попроще. Здесь кроме 3 карманов сзади, обоих карманов больше ничего нет. Курточка от Decathlon Rockrider выглядит выгоднее. Саша меня спрашивает, а чем тебе эта курточка нравится? Я ее иногда одеваю, я ей отвечаю, потому что она синяя. И, конечно же, мы не забыли про обувь. Зимней обуви мы с Сашей не обзавелись, поэтому катаем в летней контактной обуви. Такие нормальные режимы, там до 0 градусов. С теплыми носочками летнюю обувь выдерживает спокойно. Вот так вот. У Саши Shimano, а у меня Трибан от Decathlon опять же. Поскольку катаемся мы все-таки в летней велообуви, носков одних мало, поэтому важно пользоваться велобахилами. Функцию велобахил на самом деле много. Летние обычные велобахилы вас защитят от ветра или от дождя. Зимние бахилы обычно имеют утепляющий слой. Добавлю, а также летние для аэродинамики шоссеры используют.
Я использую неопреновые велобахилы, честно говоря, даже не знаю, какого бренда, заказывались где-то то ли на OLX, то ли с Алиэкспресса, уже не помню. Неопрен неплохо защищает от холода. На просторах интернета в Украине китайские, ну, мне не очень понравились. Цена вот этих бахил 270 гривен, в отличие от там брендовых каких-то вещей, где ценник в районе 1000. То 270 гривен, они не зимние, защита от влаги, от воды и, в принципе, там до 0 градусов, то есть ветерок, влагу они задерживают. Такой утеплитель сверху. Мы плавно подошли к шее. Конечно же, зимой очень необходим для велосипедиста баф, который защитит вас от холодного ветра. Я пользуюсь таким вот обычным китайским бафиком, который удлиненный спереди. Его можно натянуть на нос, тут есть прорези для дыхания, в принципе в нем будет абсолютно комфортно. Тем более, если у меня по сути получается 2 бафа, то мне их в принципе достаточно с головой. Зимой велосипедисту простого шлема мало, потому что шлем у нас что? Шлем у нас имеет зазоры для вентиляции, а зимой нам это совсем не нужно. Поэтому зимой мы пользуемся шапочками такими, шапочка-подшлемник. Это тонкая флисовая шапочка, которая удержит дополнительное тепло на вашей голове и будет отводить влагу от мокрых волос. А если лысый? Если лысый, то 2 шапочки. Ну и последняя важная вещь для велосипедиста зимой – это велоперчатки. Потому что ваши руки принимают весь холод на себя, когда вы едете на велосипеде, и они неподвижные. Я вообще на самом деле страшный мерзляк в плане рук, у меня то ли плохое кровообращение, поэтому я искала просто самые-самые теплые перчатки, какие только могла найти, и остановилась, как ни странно, тоже на декатлоновских перчатках, модель Van Rysel, и это в принципе самое теплое, что у них было в линейке для велосипедистов. В принципе, в теории можно смотреть перчатки и для лыжников, и для сноуборда, ну мы же велосипедисты, тут вот есть даже отражайки специальные велосипедные. Перчатки очень длинные, они где-то вот до сюда длиной, и вот вместе с этой курточкой они как раз вот кладутся под верхний рукав, и вот у холодного воздуха вообще нет никаких шансов задуть в рукава. То есть я сейчас стою в них дома, и у меня руки просто как в термосе. Я всегда думал, а чем же отличаются велоперчатки от обычных перчаток. Я очень долго ездил зимой, ну, в холодное время года на велосипеде в обычных перчатках. Вот наконец-таки я купил себе велоперчатки. Элементы отражайки обязательно, вот у нас тут есть на пальчиках. Также имеется двойной манжет, то есть внутренний манжет дополнительный, чтобы запястье не задувалось. Есть небольшие вставочки, ну в данном случае самые простые. Обычно это, как в любых велоперчатках, гелевые вставки, но здесь не знаю, что это, может, просто какое-то уплотнение, неизвестно. Но, наверное, самое важное вообще в велоперчатках это прорезиненные пальчики. Потому что в обычных перчатках рисовых, когда ездил, я столкнулся с тем, что пальцы на ручках тормоза там скользят. То есть прорезиненные пальцы для того, чтобы они не скользили на ручках тормозов ваших. И также вот здесь не забыли про тыцкательную вставочку, чтобы тыцкать на телефоне, причем тоже на обоих перчатках, на указательных пальцах. И самое главное, насморковытиралка. То есть реально вот на всех велоперчатках вот такие вставочки из такого, не знаю, флисового, что это за материал, ну, для того, чтобы трошки прочищать вашу носодыхалку во время езды на велосипеде. Короче, нам уже жарко, что, Сашка, поехали. Ну да, что мы зря одевались, что ли, дома, уже поехали кататься. На самом деле в этой велоодежде нам было очень комфортно катать в -5. 1,5 недели назад мы это же видео пытались записать в лесу. И вот пока мы ехали, пока мы были в дороге в этой велоодежде, нам было просто вот так вот. Ну, несмотря даже на легкий ветер. Вот. Конечно, когда мы остановились, начали писать это все на улице, разговаривать, делать несколько дублей, мы уже, конечно, тогда замерзли просто в какаху. Штаны, они не спадают. Я стою, у меня Ну да. Потому что любой техник. Вот, и поехали домой греться. Поэтому это видео мы все-таки записываем из дома. Но велоодежда, вот то, про что мы вам рассказали,
Плюс на мне были еще трекинговые штаны от ветра больше защищали. Вот, нам было очень даже комфортно при температуре до -5. И берите с собой горяченького попить. Чай в термос, в рюкзак. Зимние велопрогулки планируйте с очень короткими остановками. От силы остановиться, выпить 1-2 кружечки теплого горячего чая и ехать дальше. А вообще, не сидите дома, катайтесь зимой. Зимой катать действительно интересно. И мне реально жалко, что первые пару сезонов я не выезжала зимой на велосипеде. Зимнее катание – это отдельная магия, это совершенно другой мир. Особенно если выпадет небольшой снежок, то вот едьте в парк, это очень приятно, очень интересно. Если вам понравилось это видео, если вы почерпнули для себя какую-то полезную информацию, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и пишите в комментариях, какой зимней велоодеждой пользуетесь лично вы и почему вам она нравится. Всем пока! А ты сказала сы? Кит. Это тоже велосипедист. Это правильно, велосипедно. Что ты отворачиваешься? Ну, что ты делаешь? Зачем ты меняешь? Хватит. На самом деле... Для девушек всё. Так, ну не... Но как меня... Дима! Ладно. Коронавирус приходит. А это такой вот... Все знают, что такое бах, нахер я это рассказываю. В велоодежде нам комфортно было... Ну, в смысле, ты так просто уходишь с кадра, когда я говорю? Я